Мої вам вітання, привітання. Запрошую до мене у сад під Київ. Команда моя уже в сборе. Майя где-то потерялась. А я сегодня сниму коротенькое видео. Коротенькое, потому что я еще долго на улице не буду находиться. Хочу коротко и понятно сегодня показать вам обрезку гортензий. Кто длинное видео прошлого года не видел или не нашел, хотя я ссылку оставлю после этого ролика. Кратко, 3 правила простых обрезки гортензии, которые позволят вам понять, как же это все делается. Я, честно говоря, сама первые несколько лет неправильно формировала свои кусты гортензий. Оставляла или сильно длинные ветви, или сильно коротко резала. Сейчас я подстригла в своем саду уже больше 30 кустов. А сейчас покажу вам на примере как раз вот этой аллеи, что мы с вами смотрели возле пирамидалиса в прошлом видео. Обрезку на примере куста. Мы сами увидим, какой куст. Из полярного медведя или из ванилы фрейс. Идемте, будет понятно и просто. Так вот, покажу вам обрезку на примере вот этого куста полярный медведь. Хотела на примере ванилы фрейс, кстати, видите, разница по цвету побегов. Коричневые такие темно-бордовые ванила фрейс, а это полярный мишка. Покажу на примере полярного медведя. Тут попроще ситуация, будет понятнее. Первое, обрезку начинайте делать. Я знаю, руки у многих уже чешутся. Хочется что-то поделать в саду при температуре не ниже 0-1. Вот сейчас у нас -1. Я этот кустик обрежу, да уже и домой пойду. Все-таки прохладно. Повторю простые 3 правила быстро, которые будут понятны и легко будет ориентироваться, даже если у вас первый куст гортензии в саду. Не бояться, не жалеть, иметь острый секатор. Секатор после каждого куста обрабатывать спиртом или каким-то антисептиком, чтобы не передать, если что, болезни друг другу от куста к кусту. У нас уже даже солнышко какое-то проглядывает. Так, первое. Первое, мы вырезаем все веточки, которые идут в центр куста, и тоненькие. Вот тут будет понятней. Какие-то веточки. Мы не суетимся, не бегаем вокруг куста. Присели, берем одну веточку. Вот эту я беру, смотрите. Вот сухая ветка. Она и сухая, и тонкая. И растет как раз строго в центр куста. Убрали. Идем выше. Развилка. В этой развилке все очень чудесно. Почему? Потому что верхний пенечек вот такой, как на соседней, тут срезан довольно низко, и он стал затягиваться. Про пенечки расскажу, что мы делаем. Сухую убрали. Ветки, которые смотрят в центр. Вот это хорошая, шикарная веточка, побег. Но нам не надо, потому что он затеняет нам весь куст. В середине нам дает объем. Поэтому я ее на кольцо. Что значит на кольцо? Как у плодовых деревьев, перед самым переходом основной ветки на расстроение. Вот такой срез. Немножко под углом, чтобы вода стекала. Дальше. Вот эту веточку, она смотрит наружу.
То есть в сторону пирамидалисов, если видно. И вот это, то есть такую V-образную развилку оставляем. Желательно на 3 почки, не больше. Я так и сделаю. Можно, чтобы были крупнее соцветия. 1, 2, 3. Чуть-чуть пониже. Оставляем наверху где-то 1-1,5 см. Не больше. Больше это получится большие пенечки. Вот тут останется. Ну, мы их все равно будем вырезать, но сильно большие не надо. Все, вот эту развилку мы с вами сделали. Это значит, первое, сухое, тонкое и идущее в центр куста. Второе, пенечки. И третье, непосредственно сами ветви. Еще раз, тут у нас еще вот это, видите, развилка на ней. Но я вам скажу, что я ее вообще уберу, потому что она загущает мне куст. Вот так получилось. Видите? Я оставила только вот такую рагулинку. Обходим на этом же побеге следующую веточку. Вот тут поинтереснее уже. Вот эта ветка идет в центр. Вырезаем. Не боимся. Первое правило. Второе. Убираем пенечек. Почему вот эти пеньки прошлогодней обрезки надо убирать? Видите, хороший зеленый срез. Убирается не потому, что просто некрасивый пенек, а потому что он усыхает. И в засохший вот такой череночек, не череночек, пенечек в центр могут поселиться у нас жуки, червяки и наделать нехороших дел. Вот такой срез, он затянется. Почему же этот пенечек возникнет? Вопрос может быть. Почему она усыхает, эта веточка? Потому что листья работают как насосы. На этой веточке нету ни одного листика и не будет никогда уже. И питательные вещества никакие поступать сюда не будут. И он постепенно будет усыхать. Может, первый год будет зеленый, хороший. Ну, где-то я вам сейчас покажу. Большие у меня пооставались. Вот тут на примере ванилы фрейс покажу. Ну, тут я правильно уже везде все маленькие пооставляла. Вот такой затягивается. Ситуацию хотела показать, что в центре потом жук дырку делает, и у нас портится вот этот уже побег. А это вообще уже плохая ситуация. Всю ветку придется срезать. А в сухом пеньке 100% заведутся жуки, которые едят, питаются нашими... А вот, увидела подлиннее. Так, вот ситуация, где подлиннее вот этот был оставлен, центральный. Вот он. Видите? Тут одна почка даже была оставлена, но ничего на ней не выросло. И он уже вот начал усыхать, этот побег. Еще не усох совсем, но толку с него не будет. И вот по центру. Так что все вот эти вверх идущие остатки прошлого года, обрезки, вот такие срезать прямо на 0. Они испортят вам весь куст, жуки эти. Ну, а мы вернемся к вот этому кустику, моему полярному мишке. И смотрим, в центр ничего не идет. Все вырезано. Тут V-образная развилка. Срезаю я на 3 почки. Наружу. 1, 2, 3. Все. Вот у нас одна развилка, вторая развилка. Идем дальше по часовой стрелке. Пенечек срезан.
Следующая веточка тонкие. Срезаем. Раз. В середину смотрящую ветку срезаем. Пенечек. Ну, хороший, зеленый. Срезаем. Это 2. И третье на 3 почки. Можно на 2. Тогда будут крупнее у вас соцветия. Все, мы пол куста уже обошли. Еще раз покажу. Следующая веточка толстая, хорошая. Смотрите, хорошая развилка. А вот пенечек усохший. Оставила, видите, это еще позапрошлогодний. Опять развилка тройная. В основном тройные у всех гортензий. Та, что в центр, убирайте, не жалейте. Она загустит вам крону и будет полное безобразие. Ну и тут 1, 2, 3. Все. И с этой стороны 1, 2, 3. Все. Вот такая рагулинка должна и получаться. В некоторых случаях можно вообще одну веточку оставить. Тут понятно вам. Кто решит делать обрезку наподобие, как у меня, видите, в прошлом году я оставила одну ветку и поднимаю ее как бы штамбом таким большим. Сейчас отойду, покажу вам. Вот так она выглядит. Большой красивый куст. То тут как штамп обрезаем. Оставляем 3 яруса, тут как раз и 3. 1 ярус, 2 ярус и 3 ярус. 3 яруса. Их обрезаем, как обычный, на 3 почки. 1, 2, 3. 1, 2. Деревце такое получится у нас. И верхние. А вот еще одну пропустила. 1, 2, 3. Больше 3 ярусов. Это я вам даже показываю обрезка штамба. Больше 3 ярусов я бы не советовала на штамбе оставлять. А тут сделаю наверху даже 2 почки. 1, 2. 1, 2. Смотрите, у нас тут пооставалось где-то по 1,5 сантиметра. В следующем году это будут пеньки, и мы их срежем. А вот пенек просто отлично обрезан и засох заподлицо. И потом это все затянется у нас. Вот такие 3 правила. Я сейчас обойду этот кустик со всех сторон и все это повырезаю. И покажу вам, что получилось. Ну вот, следующая ветка. Тоненькие вырезаем. Пенек вырезаем. Ветка, которая идет в середину, хорошая, толстая, но она нам не нужна. Она не даст, смотрите, штамбу красиво выглядеть. И загустит цветами, листвой. И не даст развития вот этим побегом. Как не жалко, но я ее вырезаю. Так, толстая такая. Вот, вырезала. Ну и эти 2. Тут даже я на 2 почки обрежу. Так, самую нижнюю, вот эту я вырежу. Хотя ее можно присыпать землей. И вот это будет куст. Так и сделаю. Я лучше оставлю кустик. Кстати, вы смотрели, как можно легко и быстро кустами размножать? Так, следующая веточка в центр идет. Видите, в центр. Вырезаем, не жалеем. Так, и тут одна осталась. Вот наш пенечек. Вот он. Этот пенечек нехороший. И тут на 3 почки.
не убираю только потому, что хочу прикопать кусты. Если вам это не надо, самые нижние эти ветки вырезайте, не жалейте. Так, обязательно обращаем внимание, смотрите, чтобы ветки не пересекались. В данном случае эта ветка трется об эту. Тут нам надо выбирать, какая ветка для нас важнее. В данном случае важнее, лучше и красивее веточка, которая слева. Значит, вот эту они трутся. Вот тут уже даже натертое такое видно. Ее надо вырезать, просто не жалея. Так, мне надо тут сучкорез, наверное. Она не режется. Сейчас вырежу, покажу вам. Все, обрезала, вырезала. Обещала короткое видео. Ну, получилось короткое, не очень длинное. Все сделала, обошли. Все нижние ненужные. Тонкие вырезали, сухие вырезали. Пенечки вырезали, где осталось. Штамп сформировали. И вот такая красота. Вот я вырезала вот эту ветку, что я вам показывала. Осталась только одна. Так, пенечек срезан. Все. Красоточка. Полярный мишка, который нас порадует цветением уже в этом сезоне. Ветви обязательно пособирать, конечно же. Вадим Петрович будет дробить. Всего хорошего. Эту я уже буду обрезать завтра. У нас довольно так ветерок поднимается. Хорошо так. Поработала немножко. Еще хочу. Сейчас пойду одну молодую яблоньку обрежу. И домой побегу. Уже с рассадой там начала заморачиваться. Выбираю, какие сеять помидоры, что делать. Все, всего хорошего. До встречи. У нас солнышко даже проглядывает. Вот такая хорошая просто погода. Предвесенняя. Всем удачи и не бойтесь обрезки гортензий. Это просто и легко. 3 правила обрезки.